Добрый день, дорогие водолеи! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на август 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться с этим интересным месяцем. И сразу скажу, это гороскоп по декадам, поэтому что работает с одной декадой, совершенно работает с другой декадой. Ребята, это имейте в виду. И да, водолеи первой декады, кто родился по Солнцу, это рожденный в январе, водолеи второй декады, кто родился с 1 по 10 февраля, и водолеи третьей декады, кто родился с 11 февраля и до знака зодиака Рыбы. Если вы смотрите этот гороскоп по асценденту, тогда делите 30 градусов Водолея на 3 равных отрезка и смотрите, в какой градус попал ваш асцендент. Если же ваш асцендент попал с 1 по 10 градус Водолея, значит это первая декада. С 11 по 20 градус это вторая декада Водолея. И третья декада с 21 по 30 градус. Да, ребят, если в течение видео у вас возникают вопросы или я, например, буду рассказывать картину гораздо скромнее, чем она у вас есть, то не стесняйтесь, оставляйте комментарии, при этом оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, для того, чтобы я ответила на ваши комментарии, открыла именно ваши натальные карты и транзиты, потому что общий гороскоп я сейчас расскажу, основанный еще и по декадам, но мы все разные, и на планете 700-800 миллионов водолеев. Я надеюсь, вы это все взрослые люди понимаете, да? Ну что, ребят, поехали. У нас в июле случилось такое очень мощное, интересное событие, которое, естественно, откладывает отпечаток на всех, на нас. На водолеев-то уж точно. Это Уран поменял знак. Ребята, ваш управитель, он поменял знак 7 июля и будет находиться в Близнецах, в воздушной стихии до 7 ноября. Кто, кстати, не смотрел видео большое на эту тему, как на каждую декаду повлияет Уран, в конце этого видео прикреплю. Посмотрите. И да, у кого-то сейчас небольшие штормы, турбулентность, у кого-то сейчас наоборот подъем, активизировалась такая мощная энергия. Тем не менее, июль, он такой немножечко еще полегче, то есть нет еще таких мощных движений активности. И на август у нас, естественно, подтягиваются еще моменты. У нас и ретроградный Меркурий включается 18 июля и закончится лишь 11 августа. И здесь, как говорится, момент, который повлияет на нас, на всех, но не настолько, я скажу, чтобы нам так переживать. На момент ретроградности, Меркурий, во всяком случае, когда он будет завершать свою ретроградность, он хоть и будет с напряжением в Плутоне, но он будет в прекрасном секстиле с Ураном, да, ребят, ваш управитель, и здесь нужно таки понимать эту историю, что для вас все изменения, это я сейчас всем водолеям говорю, ретроградный Меркурий принесет, в принципе, движение вперед, если, опять же, не выходить за грани. Ретроградный Меркурий будет у нас во Льве и в квадратуре с Лилит. Это очень важно. Если бы он был сам по себе просто во Льве, то мы были бы такими героями, были бы такими публичными ораторами, красивыми, интересными, яркими, запоминающимися. И вот наша гордыня вот так вот радовалась, просто получая все те плюшки, которые есть, которые мы ранее не получили. И то есть мы в этот период ретроградного Меркурия, мы бы их получили, и было бы замечательно, да? Но у нас на момент ретроградности Меркурий будет в квадратуре с Лилит. О чем это? Лилит — это наши страхи, это наши волнения, переживания. То есть эффект, который бы мы могли достичь и получить от нашей деятельности, да, от нашей коммуникации, разговоров, все зависит от того, что в этот момент вы предпримете в своей деятельности, да, то есть он будет слегка настораживать, захочется найти где-то подвох, будет такое внутреннее чувство: а я правда достоин. Ну, то есть на этом фоне могут рушиться отношения с близкими, с любимыми, с коллегами по работе в том числе, поэтому здесь постарайтесь быть аккуратны в своих мыслях, не
злоупотребляйте своей гордыней, своим эго. Максимально повлияет ретроградный Меркурий у нас на вторую декаду водолеев, поэтому здесь, дорогие водолеи, понимаете, что у вас по большей части на этот август такая большая мощная история своих внутренних разборов полета, неважно, по солнцу вы водолеи или по асценденту, ваши внутренние желания, нереализованности, потаенные смыслы. Именно вот с этого начнется история уже сейчас, в июле, с 18 числа у водолеев второй декады. У водолеев в первой декаде будет как раз-таки чувствоваться окончание ретроградного Меркурия, то есть это его часть в августе, да, то есть до 11 августа будьте аккуратны, водолеи первой декады со своими переживаниями, со своей гордыней, со своими сказанными неуместно словами, постарайтесь никого не обидеть, чтобы не испортить свою репутацию. Да, когда у нас Лилит всегда в аспекте, в очень важном, так Лилит еще здесь не просто в квадратуре с Меркурием ретроградным, здесь еще Лилит делает квадратуру к водолеям второй декады. Ребят, понимаете, что Лилит будет делать квадратуру к вашему Солнцу в транзитных картах еще весь август и сентябрь, а в сентябре у нас коридор затмений. И потом только перейдет в третью декаду Скорпиона и будет делать аспект водолеям третьей декады. А сейчас, пока водолей первой и второй декады разбираются, что же мы хотим на самом-то деле, почему у нас не получается так, как мы вроде бы мы хотим. Но здесь стоит подумать, что Лилит — это такая история очень важная. Это наши страхи, которые не дают нам развиваться. Для водолеев это очень важная история сейчас, да, потому что и Уран перешел в Близнецы. Эта история очень важная для водолеев первой декады. Масштабы, движение вперед, скачок роста, новая работа, новые проекты. То есть у вас должно быть ощущение сейчас, вот уже в июле, у водолеев первой декады, что вы прям включились, что вы почувствовали обстановку. Там, где было сложно, начало вдруг сдвигаться. Но, опять же, просто так это не сдвигаются все вот эти ваши пласты, которые давно у вас лежали. Здесь должно быть понимание, почему я сижу на месте, почему я не двигаюсь. У вас стакан наполовину пуст или наполовину полон. И это такая очень важная оптимистичная и пессимистичная сторона. Здесь каждый понимает, если вы не идете вперед, значит, либо вы сами в свой успех не верите, либо вы не верите в знания, которыми владеете, либо не думаете, для чего это вам нужно. То есть, либо это недостаточно тот уровень, который вы хотите. И здесь история, ребят, каждый сам оценивает себя в этой истории. Это сейчас я водолею первой декады говорю, да. Водолеи второй декады, у вас очень много аспектов, и здесь именно Лилит. Именно коридор затмений для вас будет очень эмоционально. Коридор затмений у нас с 7 по 21 сентября. 21-22, все зависит от того, в каком полушарии вы живете, в западном или восточном. То есть понимаете, да? И этот эмоциональный период будет очень важен как раз-таки для водолеев второй декады. Смотрите, ребята, здесь нужно будет очень разобраться в себе для того, чтобы такой скачок сделать наверх. Либо будет вот такое провисание. Провисание не нужно, потому что на следующий год, летом 2026 года, Юпитер взойдет во Льва и будет делать оппозицию ко всем водолеям. К водолеям во второй декаде он будет делать больше всего аспектов. Это напряженный аспект. Я не скажу, что Юпитер очень злая планета. Нет, Юпитер — это наши нереализованные амбиции, я всегда так говорю, когда это в оппозиции или в квадратуре. То есть мы, как правило, всегда ворчим. Мы теряем свои позиции, мы недовольны своим статусом, мы понимаем, что мы заслуживаем большего, но почему-то не позволяем себе развиваться. Кстати, дорогие водолеи, финансовый гороскоп для вас уже вышел. То есть я специально к этой мощной осени, пораньше, в июле, записываю финансовый гороскоп. И вот для водолеев он уже вышел. В конце этого ролика прикреплю и посмотрите, какие сферы для вас будут максимально удобны для реализации, какие сферы максимально подходят к вашим чертам характера, потому что мы все хотим работать не просто зарабатывать деньги, просто пошел где-то что-то сделал и заработал денег. Нет, мы все хотим, чтобы нам это нравилось. Для водолеев это очень важно, это архиважно, неважно, какой декады вы водолей, да, и эту историю нужно очень четко понимать. Поэтому финансовый гороскоп вам в помощь, ребят, смотрите. Если же у вас вы смотрите по асценденту, видео с асцендентом водолей тоже уже вышло. Смотрите, как реализоваться здесь. И это очень такая важная история любого
любовных отношений, своей проявленности. Асцендент Водолея и 7-й дом во Льве. То есть, собственно, это такие большие внутренние смыслы, да, родительско-детских отношений. И здесь как раз-таки водолеи второй декады будут с этим совсем разбираться. Водолеи третьей декады. Сейчас вы скажете мне, почему я так мало про них говорю. Но водолеи третьей декады, скажем-то честно, вот Уран сейчас перешел в Близнецы, немножечко полегче, да, так уже вот не трясет, да. Здесь скажу, что вернется квадратура Урана, которая разрушала все прошлое, все старое, вернется с 7 ноября, ребят. С 7 ноября 2025 и до 26 апреля 2026 года будет опять Уран в последней декаде Тельца и делает ту самую напряженную квадратуру Водолеем третьей декады. Сейчас пока у вас релакс от всех этих действий, но есть другие аспекты, вы не думайте. Расслабляться хочется, конечно, но вот в период ретроградного Меркурия вы можете себе позволить. Еще первую и вторую неделю августа тоже, да. Третья уже будет у вас внутреннее ощущение, так, что-то мне надо делать, что-то мне надо ускоряться, что-то мне хочется гораздо больше, чем у меня есть сейчас. И я скажу, абсолютно нормальная идея. Поэтому водолеи третьей декады, вот вы можете сейчас в период ретроградного Меркурия отдохнуть, наметить себе план на отдых, на отпуск, тот, который вы давно хотели, но боялись и волновались. Если вы не можете себе позволить отдохнуть, то здесь история такая, что совершенно скоро, это уже в конце августа, снова придут аспекты, и новый лунный цикл начнется на таких транзитах достаточно эмоциональных, нервозных, да, когда захочется вам таки что-то делать. Здесь и Лилит уже будет подгребать в третью декаду Скорпиона, и то есть внутреннее самокопание будет чрезмерным, прочувствоваться, по крайней мере. Здесь скажу вам, что водолеи третьей декады нужно будет разобраться над своими ошибками, которые вы сделали ранее, о своих моментах простой, ну и, конечно же, любовная сфера у вас будет очень сильно в конце августа под вопросом. Не скажу, что это как-то плохо, но здесь нужно будет разбираться в любовных отношениях. И вот здесь, если вы можете с начала августа начинать эту историю разбирать, если можете вкладываться вот в свои отношения, да, подойти к ним по-другому, то тогда конец августа будет совершенно другой. А так, если смотреть, как пройдет в принципе у всех трех декад водолеев этот август, у нас 9 августа полнолуние. Полнолуние, угадайте, в каком знаке? В Водолее, да, здесь для водолеев будет такой момент осознания, чего же нам хочется, на самом деле, чего же нам не хочется. И здесь период ретроградного Меркурия, конечно же, если вы словите очень много негатива и конфликтных ситуаций к этому моменту, да, ретро-мерк заканчивается 11 августа. То есть вот эти вот несколько дней с 9 по 11 будет у вас такое ощущение послевкусия, что некоторые ситуации можно было изменить, не допустить, что можно было как раз-таки здесь не скандалить, не ругаться, не показывать чрезмерную гордыню, да. И здесь нужно прям-таки четко понимать, а нужны ли все эти были конфликты или нет. Потому что дальше, скажу так, дорогие водолеи, можно сказать, что Лилит, конечно, идет, внутренние переживания, у нас все это есть, но мы же не можем вот так просто жить и обращать всю жизнь внимание на этот ретроградный Меркурий, хотя он, в принципе, просто портит коммуникацию с людьми, и я не скажу, что здесь момент такой достаточно фатальный. Нет, у водолеев вообще первой декады нужно задумываться, серьезные вопросики о недвижимости, серьезный, очень сильный. Это фундамент, это база, потому что с конца июля вот как раз-таки складывается очень четкая оппозиция Марса с Сатурном и с Нептуном. Делают они аспекты гармоничные Водолеем первой декады к Солнцу Водолеем первой декады в транзитных картах. И эта история очень торопит, форсирует события на приобретение своей недвижимости. И вот здесь, дорогие водолеи, понимаете, что если у вас нет базы, основы, стабильной работы, опять же, да, про финансовый гороскоп, то есть база, основа — это стабильная работа, стабильное жилье, то есть если вы живете в арендном и вы хотите мне сказать, что сейчас это модно, это классно, нет смысла вкладываться, я вам скажу, что у вас на эту
осень, на эту осень события, ну в августе-то уж точно, да, в августе-то уж точно, и потом, когда Сатурн развернется, он 1 сентября уходит из Овна, то есть заканчивается с окончанием августа как раз-таки момент, когда можно вписаться в недвижимость. То есть в прямом смысле водолеи первой декады в этом августе могут купить себе недвижимость. Это не какие-то там эфемерные моменты. То есть если вы хотели купить себе давно жилье, это очень хорошая история для вас сложится. Причем период ретроградного Меркурия, я не скажу, что он для вас как-то плохо повлияет. Поверьте, здесь столько много движений планет на небе, что ретроградный Меркурий, он где-то меркнет, да, и вам нужно просто брать новую планку, новую высоту и не пасовать перед обстоятельствами, просто выдерживать там изменения какие-то сложные в договорах, совсем быть ознакомленным, быть внимательным. Ну, то есть это любые регулярные действия наши, когда мы что-то подписываем из важного. Поэтому здесь, дорогие водолеи, первой декады у вас стабильная работа, новая работа в том числе, какой-то новый интересный проект вас ждет, и он начнется буквально с начала августа. И, конечно же, покупка недвижимости охраняется история со всем августом, и постарайтесь ее до 23 августа сделать. Почему? Потому что отдельно расскажу конец видео для всех водолеев, как будет влиять, естественно, история с концом августа, с началом нового лунного цикла. Поэтому, да, водолеи первой декады, у вас большая история движения вперед на этот август. Если вы хотите отдохнуть и расслабиться, поехать куда-то, тоже в том числе, но аспекты у вас будут такие, что вам захочется активного отдыха, что-то где-то посмотреть, и это хорошо на самом деле. Я не скажу, что это плохо. Вы сможете на этих историях как раз-таки построить очень много важного для себя. Водолеи второй декады, для вас полнолуние 9 августа будет таким очень мощным, таким моментом скрытия пелены с глаз, когда вам станет понятно, почему вы тормозите, почему вы не идете вперед. И скажу, что нужно в этот момент быть как можно ближе со своими вторыми половинками, задумываться о тех моментах и речах, которые они будут вам говорить, доносить. И здесь, конечно же, если вы будете слушать такие смыслы, слышать, да, слушать и слышать разные вещи, если вы будете слышать такие смыслы, как идти в стабильность, идти в будущее, идти в развитие, то эта история хорошо сложится. Потому что водолеи второй декады могут в этом полугодии 2025 года стоять на месте и никуда не пойти, потому что есть на то все моменты тормозить. Но кармические узлы задают вам как раз-таки вопросы, что вы будете делать. И коридор затмения, который случится с 7 по 21 сентября, он такой достаточно сильно расставит по местам, да, все приоритеты. Потому что, ребята, скажу так, что нужно ускориться, да, чтобы не провисать. Почему я так говорю? Почему я всегда говорю, что нужно что-то делать, да, не останавливаться? Во второй половине месяца уже будет вот это ускорение движения, Марс уже будет подтягиваться, да. Вообще, конечно, я посоветовала в начале августа уже начинать форсировать события, движение вперед, к устойчивости, к стабильности, к развитию. Составьте себе план. То есть это такая очень важная история. И от этого будет зависеть вот 2 недели августа с полнолуния до начала нового лунного цикла, с 9 августа по 23. То есть здесь либо у вас будет просто такое тусовочное время, да, либо у вас, водолей второй декады, здесь будет достаточно продуктивное время, время, связанное с коммуникацией, обретение новых связей. Там уже ретроградный Меркурий ушел, он уже просто идет. И здесь как раз-таки смена вашего окружения, появляться будут люди, с которыми вам по пути, с которыми те же самые ценности и взгляды на жизнь. То есть если вы решили пойти все-таки в этот масштаб, то есть если вы решили усложниться, если вы решили освоить новые знания, тоже потрясающе. Но делайте, пожалуйста, активности движения в сторону карьеры и профессионального статуса. Это будет вам лучшая награда, это будет ваш новый такой большой подъем, и вы себя похвалите на самом-то деле, потому что можно вот эти 2 недели роскошных августа просто так провести, протусоваться, прогулять и, собственно, ну, где-то о чем-то задуматься, а можно вообще ни о чем не думать, просто их прожить. Просто прожить тоже иногда на самом-то деле хорошо, но если у вас есть внутренние вопросики и вы с чем-то не согласны,
поймите, в чем вы не согласны. И это очень такая классная история идти дальше. Водолеи третьей декады, дорогие, у вас движение в сторону работы, карьеры, профессионального статуса. Все это так говорила. Здесь история, конечно же, когда вы перегружаете, да, перезагрузка у вас такая может быть случиться в этом августе. И здесь, конечно же, период ретроградного Меркурия — это хорошо. В конце августа вы как раз-таки будете ощущать свой вклад в отношения близкие, любимые, потому что очень важна будет для вас история именно любовных отношений, потому что если на конец августа у вас все будет хорошо в любовных отношениях, многие вот эти всплески эмоций, активности вы спокойненько себе переживете сложности и трудности как раз-таки осени и зимы 2025-2026, потому что там у нас 7 ноября Уран возвращается снова в Тельца и будет до конца апреля находиться в третьей декаде, и поэтому здесь финальная встряска. Но если на момент как раз-таки наступление лета, или же даже уже лето пройдет, просто там первая неделя сентября будут уже тоже встряски, и будет такой вихрь у всех будет такие вихри, абсолютно такое нестабильное положение, там и Меркурий будет в квадратуре с Ураном, и Марс будет в квадратуре с Юпитером, там и Венера будет в оппозиции с Плутоном с конца августа, и здесь история, что нужно вот как раз-таки наладить отношения, вот у вас нет таких четких аспектов на начало августа, да, и на первую половину, но к концу августа нужно, чтобы у вас в отношениях было все понятно, завершить все конфликты, ссоры, чтобы выдержать вот эту такую турбулентность, да, я вот о чем, ребят. И здесь тогда будет все складываться хорошо, вы будете понимать, куда вы идете дальше, и тогда и в коридор затмений вы 7 сентября войдете очень даже хорошо, да, тогда и другие вопросики будут у вас совершенно на повестке дня. И да, 23 августа у нас начало нового лунного цикла. Но я уже, мне кажется, в течение всего видео сказала, да, что у нас новолуние в Деве, и на момент новолуния у нас Солнце с Луной в квадратуре с Ураном. То есть здесь наше внутреннее ощущение, мировоззрение будет немножко шатко у всех. Мы немножко не захотим вот этого изменения, вот такого вайба, такого летнего. Да? Будет ощущение, что что-то мы не доделали, не доотдыхали, что где-то мы напряжены, и хотелось бы, конечно, не останавливаться на достигнутом, хотелось бы еще больше отдыхать. Кто может себе позволить, конечно же, отдыхайте, но уже будет складываться коммуникация, конечно, не так, настроение тоже не то. Венера начинает соединяться в оппозиции с Плутоном, чуточку, через недельку Меркурий с Ураном, и, конечно же, Юпитер уже в квадратуре с Марсом. То есть все наши действия, если мы реально не понимаем, что мы делаем и для чего мы делаем, вроде как просто вот ходим на работу и ходим, просто выполняем какие-то действия в семье, да, это я сейчас говорю всем водолеям, всех декад, что если мы к этому моменту жизни пришли в состоянии непонимания нашей жизни, собственно, не просто же так вот у нас Лилит еще идет по Скорпиону, и потихонечку так очень медленно с весны 25-го проходит, да, и вот так Водолеев проходит, вот так каждое солнышко по чуть-чуть, да, и за 9 месяцев, за 10 почти Лилит пройдет каждое солнце Водолея в квадратуре, а это напряженный аспект, момент наших желаний, но они откуда у нас, да, то есть что мы делаем в своей жизни, насколько мы счастливы, делая это, насколько мы счастливо живем в этой жизни, в которой мы живем, работа, реализация, карьера, любовь, отношения. То есть здесь у водолеев всех декад, да, с 26 марта 2025 года по конец декабря 2025 года, то есть этот момент вот с первой декады и до последней декады водолеев, то есть с самого первого до последнего градуса у всех будет стоять этот вопросик,
кто я, что я делаю. И в основном это всегда будут те ситуации в жизни, которые мы не можем прожить. То есть они будут нам казаться супер негативными, они будут нам казаться вообще напряженными. Казалось бы, зачем нас люди задевают, зачем они нам обижают, говорят это все по 20 раз, что они нас выводят на негатив. То есть это, как правило, когда Лилит в квадратуре, это всегда вот такое ощущение от аспекта, да, и хочется ругаться, скандалить, в гордыню выходить, да, потому что это же проверка нашего Солнца, истинного водолейского, насколько мы истинные водолеи, или мы не истинные водолеи, а просто тень от водолейского знака, да, а хочется-то быть таким ярким, интересным, изобретательным, сам себе начальник, сам себе руководитель, а тут получается, что все обстоятельства моей жизнью руководят, да. Поэтому, дорогие водолеи первой, второй и третьей декады, скажу, что гораздо ярче и интереснее будет у водолеев первой декады, да, здесь аспекты, но здесь, конечно, еще и Плутон, да, идет по первой декаде водолеев, но ярче и интереснее оно будет у первой декады водолеев, если вы будете максимально включены в процесс, если вот вы прям упретесь, если вы прям в работу мощно, активно, напряженно, новый проект, еще один проект, поменять работу, что-то новое, недвижимость хорошо, заодно смотрю недвижимость, езжу, компетенции нарабатываю, понимаю, так, мне это больше не подходит, это забирает много моего времени, это мне вообще не нужно. То есть, если вы с таким большим подходом подходите к своей жизни, идете и понимаете, с этим я уже наигрался, это мне не интересно, а я вот это хочу, тогда понятное дело, что вы к концу августа придете, не будете разрушать отношения. То есть и вот эта Венера в оппозиции с Плутоном, это не будет разрушение ваших любовных отношений, это не будет потеря ваших финансов. Потому что, еще раз скажу, что астрологическим гороскопом говоря, ну то есть астрологическим словом говоря, то финансы у нас идут одинаково. То есть один и тот же аспект, приход и уход. То есть когда я говорю, ребята, у вас сейчас аспект для заработка денег, и вы такие, ой, Женя говорит, у нас аспект для заработка денег, значит деньги придут, окей, сижу, жду. Что-то там сделал, все, сижу, жду. Так не работает. Когда я говорю, надо постараться, и надо очень сильно постараться, это говорит о том, что своих вложенных сил должно быть больше. А если постараться на чуть-чуть, то тогда это отток денег. Чувствуете, да, как это работает? И, как правило, у людей, которые достигают определенного статуса, уже маленькие суммы их не волнуют, то есть уже идут в большие финансы, то тогда напряженные аспекты начинают работать на еще более крупный поток денег. То есть из-за большого мощного сопротивления вы, наоборот, ускоряетесь и поднимаетесь. Ну, это про финансовый гороскоп я уже говорю, да. То есть это, вот так это работает. И те люди, как правило, которые стремятся к большим суммам, не быстро просто вот так вот текучка хапануть. Нет, к большим суммам и к регулярным. То есть прекрасно понимают, что нужно напрячься, потому что основная эмоция у денег – это делать. Не приходят деньги вообще никакому знаку зодиака, я провизуализировал, я мечтаю, я хочу, значит так будет. Я себе когда-то представлял, и оно придет. Основной компонент денег, того, как они приходят, это Марс. Ну и ваше Солнце. Ваше Солнце в Водолее. И вы понимаете, каким способом вы хотите зарабатывать. А ваш Марс – это то, куда нужно приложить действие, то есть усилия, то есть напрячься. И это основная амбиция прихода денег. А у нас просто лежать что-то говорить, даже говорить нужно делать, понимаете, о чем я? Поэтому вот такая история. И Водолей первой декады, здесь история в конце августа у вас должна быть в плюс. Ну, либо тогда это просто различные такие траты по интересам, но в конце августа будете считать дебет с кредитом, и если будете ворчать, понимайте, я говорила, что нужно напрячься, потому что здесь есть прям такие моменты и даже приобретение недвижимости, даже если сделка будет слетать, тут же ищите что-то другое, другой вариант, нельзя сдаваться. Это основная история Водолея. Водолеи второй декады. Вы можете провиснуть в своих каких-то умозаключениях, в своих переживаниях, вопросах прошлого, вопросах отношений прошлых в том числе, да, достойный, недостойный, хочу, не хочу. И вот эти сомнения
могут, если вы быстро с ними разберетесь в самом начале августа, будет очень хорошо. Если же вы не можете с ними разобраться и продолжаете вот в этих сомнениях вариться, то тогда конец августа будет сложноватым. Придется резко двигаться, резко выправлять ситуацию, и будет ощущение: так, мы снова собрались, мы снова начали что-то делать. Но если вы любите тянуть до той истории, чтобы потом резко подняться и что-то начать делать, ну тогда окей, отдыхайте в августе. Да? Водолей третьей декады. У вас, конечно же, ребята, здесь история того, что нужно в течение августа, конечно же, в своих отношениях, в любовных, в рабочих, в коммуникациях разобраться хорошо, для того, чтобы не было вот этих сложных моментов в конце августа, потому что последняя неделя с 23 числа, она будет достаточно напряженной, уже будут подтягиваться сентябрьские аспекты, и коридор затмений, и закручиваться. И если вы думаете, что вы сильны, вы устоите, то вы 100% коммуницируете с другими людьми, и их может слегка выносить. Да? Поэтому здесь понимайте, что к концу месяца будет страдать коммуникация с близкими, с близкими, любимыми, с отношениями в том числе. И если смотреть именно для водолеев третьей декады, то коридор затмений для водолеев третьей декады будет сложным моментом любовных отношений. Прям-таки до разрыва может. То есть, если у вас сейчас есть моменты, то есть я забегаю, как обычно, вперед, да, есть моменты в отношениях, которые вы понимаете, что они у вас не идеальные, что вас периодически что-то нагнетает, и вам хочется сказать: я устал, я ухожу, будь вы мужчина или женщина, водолей третьей декады, понимайте, что у вас есть целый август для того, чтобы это все исправить. Конечно, вы можете это дотянуть и до сентября, но там уже будут сопутствующих других аспектов много. И зарабатывать нужно срочно, и бежать, и это делать. И Лилит уже придет в третью декаду Скорпиона. И уже настроение будет так: а вообще ли я, могу ли я все это сделать? Внутренняя паника будет одолевать. Поэтому здесь не тяните вот эту историю, водолеи третьей декады. Решайте все свои отношения с любимыми, и с финансами в том числе, потому что Венера у нас не просто про любовные отношения, еще и про финансы, про те источники дохода, которые вы привыкли делать, которые вы привыкли получать. Поэтому если у вас сейчас есть момент как раз-таки какой-то новый проект взять для того, чтобы заработать больше денег, делайте это, водолеи третьей декады, решайте вопросики в отношениях, не бойтесь, не паникуйте, все решаемо, если вы хотите решать. Если вы хотите оставить все на самотек, будет сложновато. Это всегда так, когда мы, как говорится, хорошие события сами по себе не приходят. Всегда само по себе приходит то, что приходится решать, и обстоятельства этого нам не очень нравятся. Поэтому, ребята, забежала вперед, как обычно, рассказала, как оно будет. Естественно, в августе будет еще гороскоп на сентябрь. Подробно расскажу, как, в какие моменты в коридор затмений вот это все сделать, чтобы было максимально красиво, тактично, с минимальными потерями. Но для того, чтобы потери были не в минус, а превратились в возможности, то есть в августе, конечно, нужно поднажать. Самый максимум это по финансам у водолеев первой декады, водолей второй декады. Ну вообще уже выходите из своей скорлупы, сколько можно сидеть и переживать. Просто делайте, совершайте ошибки, будьте не идеальными. И что? Все не идеальны, все боятся ошибиться. Это такая водолейская история. Я не иду вперед, потому что я изначально задал высокую планку и боюсь ошибок, боюсь провала. Все ошибаются, ошибки вообще это наше все. Ну и водолеи третьей декады, любите своих половинок, бережно относитесь к своим финансам и к своему будущему. Вам эта история очень сильно нужна. Ну что, ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивного окончания лета, продуктивного максимально. Нельзя подвисать, нельзя переживать. И что, в конце по классике актуальные ролики. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.